Как известно из многочисленных роликов трукраймеров, в СССР к смертной казни приговорили только 3 женщин. Массовую убийцу Тоньку-пулеметчицу, маньячку-отравительницу Тамару Иванютину и взяточницу Беллу Бородкину, которая, кстати, никого не убила. Так за что же ее столь сурово покарали? Вы на канале «Однако тенденция». Давайте разбираться. Я сразу почуяла, что в деле Бородкиной не так-то все просто. Стоило немного в нем покопаться, как открылось много чего странного. Как выяснилось, на прокуроров и следователей оказывалось колоссальное давление, включая даже шантаж. Посыпались отставки и увольнения, что приводило к инфарктам, инсультам и даже преждевременным смертям. Дошло до того, что кое-кто из участников этой драмы руки на себя наложил. Но обо всем по порядку. Белла Бородкина родилась в Киевской области в 1927 году. При рождении ее звали Берта Наумовна Король. Бородкиной она стала по 2-му мужу, а имя Берта ей не нравилось, и она требовала от окружающих, чтобы они называли ее Белла. Белла? Молодец, Белла. Но я далее буду ее называть как положено, Бертой, раз уж именно это имя в уголовном деле фигурировало. Берта выросла и ломанулась вверх по карьерной лестнице 7-мильными шагами, и прозвище у нее было «Железная Белла». Житейский опыт подсказывает нам, что если женщину называют железной, то она, как правило, та еще. Такая сво... Вот именно, тут еще был характер. Кому интересно, подробности биографии Берты Бородкиной можно узнать из книги Евы Меркачевой «Громкие дела, преступления и наказания в СССР», но я изложу коротенько. Берта начала карьеру официанткой, но рвалась наверх и доросла до директора Геленджикского треста ресторанов и столовых. К тому же с 1975 по 1982 год она избиралась депутатом местного совета и даже получила звание «Заслуженный работник торговли и общественного питания РСФСР». Берта Наумовна была очаровательной, харизматичной женщиной, которая легко находила общий язык с мужчинами, особенно из числа руководителей высокого ранга. Однако после ареста Бородкиной ее подчиненные на допросах отзывались о ней не слишком-то лестно. Из вышеупомянутой книги Евы Меркачевой свидетель Папандопола характеризует Бородкину как жестокую, злопамятную, грубую женщину. И еще... Одна из свидетельниц рассказывала, что Бородкина не давала ей житья, переводила из одного заведения в другое до тех пор, пока она не пришла с дарами, хрустальной вазой и деньгами. На суде рядовые сотрудники общепита говорили, что деньги они добывали за счет обмана покупателей. Чего греха таить, без коррупции в советском общепите не обходилось. Но далеко не каждая железная дамочка столь широко развернулась. Из материалов уголовного дела. Свидетели, повара столовой номер 15 показали, что в столовую давали кроликов, птицу, которых, однако, продавали на улице. Имеется анализ, из которого видно, что при проверке в столовой номер 15 в котлетах обнаружен наполнитель не менее 30%, недоложен сахар в кофе не менее 30%, борщ был подан без мяса, хотя в меню он указан с мясом. Не докладывают мясо! И т.д. Деятельная Берта Наумовна организовала такую мафию, что итальянский спрут курит в сторонке. Она обязала всех сотрудников общепита Геленджика, от швейцаров до директоров ресторанов, обирать клиентов и платить вверх по цепочке. Денежки стекались к ней в карман. И Бородкина щедро делилась ими с начальством из Министерства торговли. Покупатели, недовольные разбавленной сметаной и котлетами из хлеба, годами строчили жалобы в различные инстанции. Пустите, я буду жаловаться! А я расскажу! Ябеда! Но толку никакого не было, и Бородкина окончательно уверовала в свою безнаказанность под крылышком большого начальства. Поэтому, когда ее пришли арестовывать 1 июня 1982 года, она повела себя как типичный взорвавшийся преступник, возомнивший себя хозяином жизни. Она заявила милиции: «Завтра вы принесете мне свои извинения, а сейчас я приведу себя в порядок, нанесу макияж,
Позавтракаю. Вам придется подождать. А это наш Арестович тут. О. Макияж. Но вместо извинений она получила конфискацию наворованных золотых гор, а заодно и расстрел. И это невзирая на неуклюжие попытки имитировать психическое расстройство. Случай не бывало в истории СССР, чтобы женщину расстреляли за взятки. И это еще не самое странное. По Краснодарскому краю прокатилась волна арестов и трагедий. Например, наложили на себя руки двое заместителей глав курортторга Министерства торговли РСФСР. И не только они. Около 1500 человек, включая некоторых руководителей городского и районного уровня, загремели в тюрячку. Небывалое дело, 5000 чиновников были уволены и выкинуты из рядов КПСС. Ты уволен, чмо. Здесь только лучше работают. Следует заметить, что торговая и общепитовская мафия орудовала не только в Краснодарском крае, но и по всей стране. Например, в соседнем Ставрополье, где командовал Горбачев, взяточников и варья тоже хватало, но на них охоту почему-то не открывали. Подозрительно. Сейчас докопаемся. Каждый, кто интересовался делом Берты Бородкиной, знает, что инициатором чистки Краснодарского края был председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов. Этот видный мужчина рвался к власти, собираясь подхватить ее из рук стремительно стареющего Брежнева. Ну и, конечно, он хитрым образом стремился вытолкать из ЦК Брежневскую гвардию, к числу которых относился глава Краснодарского края Сергей Федорович Медунов. Что бы там ни думала о себе Берта Бородкина, но в этой игре она была всего лишь пешкой, а конечной целью был именно что товарищ Медунов. Он, кстати, был неплохой мужик, герой-фронтовик и прекрасный хозяйственник, в отличие от того же Горбачева, который только и умел, что жопеньки начальству нацеловывать. Я уверен, социализм содержит огромные возможности, человеческий строй. Черта не смысл в том, что они им поручены. Втирают очки начальству. При Медунове Краснодарский край расцвел. Строились дороги, повышались урожаи и увеличивались надои. Брежнев нарочно его туда назначил, чтобы поднять экономику этого региона. Со своими обязанностями Сергей Федорович прекрасно справлялся, поэтому придраться к его работе было невозможно. Тогда хитрый Андропов решил докопаться до коррупции. Это беспроигрышный вариант. Взяточников и махинаторов из общепита в любом регионе откопать не было проблемой. Кстати, если порыться в биографии Андропова, можно черт знает до чего докопаться. И я сейчас не имею в виду опусы разного рода сказочников. Недавно из уст вот этого уважаемого историка услыхала я о том, что Андропов, возможно, был связан с западными масонами. Ключевое слово «возможно». Пока что не доказано, но звоночки есть. Я хочу туда. Клуб каменщиков — это для избранных. Он избранный. Ты тот избранный, который по пророчеству священного свитка прёт на коронацию. Откуда вообще взялся юный Юра Андропов? Толком о его происхождении ничего не известно, что породило массу слухов и сплетен. Интересно, что покровителем молодого Андропова был некто Отто Куусинен, коммунист финского происхождения, который со времен Ленина был серым кардиналом при Политбюро. Из интервью Евгения Спицына сайту «Историк РФ». Отто Вильгельмович Куусинен был достаточно крупной политической фигурой. Будучи деятелем международного коммунистического движения, он лично знал Владимира Ленина, Льва Троцкого и многих иностранных коммунистов. В 1920-1930-е годы работал в Коминтерне. Существует версия, что помимо связи в коммунистической и социал-демократической среде, Куусинен состоял в шведской масонской ложе. Якобы в рамках масонской деятельности у него были неофициальные контакты с целым рядом довольно крупных европейских масонов, которые являлись представителями политической и деловой элиты западных стран. Вопрос журналиста. Масон в стране Советов и власти не знали об этом? Скорее наоборот.
Поговаривают, что эти связи Кусинина использовал даже Иосиф Сталин, а во времена Никиты Хрущева через Кусинина якобы был достигнут Западом закулисный договорняк. Его смысл заключался в том, что мы, сохраняя атрибуты социалистической государственности, отказываемся от идеи мировой революции и жестокого противостояния с Западом, берем на вооружение концепцию конвергенции и начинаем трансформацию советского общества. Что, как мы знаем, действительно произошло после смерти Сталина. И что же это за человек был такой Отто Кусинин? Замечательную характеристику выдала ему его вторая жена Айно в своих мемуарах «Господь низвергает своих ангелов». Привожу некоторые отрывки. Однажды Кусинин хвастался мне, что за свою жизнь менял шкуру, как змея, 7 раз. Он всегда держал нос по ветру, с легкостью изменял бывшим своим товарищам. Я не могла вспомнить ни одного случая, когда бы Кусинин помог кому-нибудь в беде. Кусинин был страшно вспыльчив, и если кто-нибудь его задевал, он не забывал этого никогда. О Финляндии Кусинин говорил всегда с ненавистью, не любил даже свой язык. После смерти Ленина и Гюлинга он добился того, что в школах Карелии преподавание стали вести на русском языке. И еще, его ведь в сущности мало интересовал Советский Союз. Строя свои планы, он не думал о благе России. Отто Вильгельмович никогда никому не помогал, даже сыну и жене, когда они попали под каток репрессий. И тем более не помог ни одному из своих друзей по финской компартии, которым тоже досталось. Единственным, кого он опекал всю свою жизнь, был Андропов. Интересно, да? Тут нужны еще несколько отрывков из интервью Евгения Спицына. Более того, поговаривают также, что Андропов перехватил контакты Кусинина, когда тот отошел от дел. И когда уже стал председателем КГБ, продолжил поиск путей трансформации строя. Это не более чем одна из версий, но, на мой взгляд, она имеет право на существование. Насколько она подтверждается фактами, сказать сейчас трудно. По инициативе Андропова был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований в НИИСИ во главе с академиком Гвишиани, который, как говорят, по поручению председателя КГБ вел закулисные переговоры с Западом. Кстати, под эгидой в НИИСИ работали многие будущие ельцинские реформаторы – Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Петр Авен и другие. Они считали советскую экономику нежизнеспособной и занимались разработкой курса на ее трансформацию в рыночную экономику, чтобы потом подложить ее под общемировой процесс конвергенции. При Андропове всплыли на поверхность разные ученые и публицисты, которых он называл аристократами духа, а при Горбачеве они стали прорабами перестройки. Брежнев называл Андропова и его соратников «мои социал-демократы». Сталин, кстати, таких социал-демократов гонял санными тряпками. А Леонид Ильич пригрел, не считал опасными. А они рвались к власти. И коррупция жуликоватой Берты Бородкиной пришлась как нельзя кстати. Шайка социал-демократов изо всех сил пыталась посадить Медунова. Однако при всем желании следователи ничего на него не нашли. Он не присвоил себе ни копейки, но его все равно сняли с высокой должности с формулировкой «за допущенные ошибки в работе», а после смерти Брежнева выгнали из ЦК и исключили из партии. Короче, сломали жизнь человеку. Однако Сергей Федорович не смирился и продолжал бороться за справедливость. В 1990 году, несмотря на происки Горбачева, он добился восстановления в партии, а также возвращения государственных наград и звания Герой социалистического труда. Сделали это по-тихому, без оповещения народа через прессу. Умер Медунов в 1999 году в статусе обычного пенсионера. В его скромной квартире в шкафу нашли только один костюм. В нем его и похоронили. Сергея Федоровича не интересовало богатство, ему нужны были только власть, признание его заслуг и государственные награды. Кстати, точно таким же бессеребренником был и его враг Андропов. Иронично? Нет, они были политиками старой формации, не про деньги.
Историки до сих пор спорят о роли Андропова в развале СССР. Был ли он осознанным врагом или вымостил дорогу в ад благими намерениями? На сегодняшний день однозначного ответа на этот вопрос нет, хотя многие факты наводят на размышления. Например, непонятно, почему в западной прессе любили выставлять Андропова либералом, который может найти общий язык с Западом. Происходило это с подачи Генри Киссинджера, Уильяма Гарримана, Дэвида Рокфеллера и Джорджа Буша-старшего. Типус вот так подозрительный. Я бы сказала загадочный. Однако есть еще один прикольный фактик. Известно, что Горбачев при жизни Андропова яро к нему подлизывался и был во многом обязан ему своей карьерой. Однако горбачевский помощник Валерий Болдин вспоминает, что как-то раз Михаил Сергеевич злобно заявил: «Да что Андропов особенного сделал для страны? Думаешь, почему бывшего председателя КГБ, пересажавшего в тюрьмы и психушки диссидентов, изгнавшего многих из страны, средства массовой информации у нас и за рубежом не сожрали с потрохами? Да он полукровка, а они своих в обиду не дают». Да уж, Михаил наш Сергеевич широтой мышления особо не отличался. Можно подумать, что об играх серьезных мужиков он имел слабое представление. Но, по крайней мере, ему повезло не стать пешкой в такой игре, в отличие от Берты Бородкиной. Свое дело делать честно. Эта ситуация, мы просто мы уже здесь наши полномочия и все.